Здравствуйте, мои хорошие! Приветствую вас на моем канале. Добро пожаловать! Сейчас хочу предложить вам расклад. Он будет на два варианта у нас. Давайте посмотрим такой вопрос. Шанс, который вам нельзя пропустить. Вот что будет в вашу жизнь заходить такого, такие какие-то шансы, которые пропустить никак нельзя. Итак, вариант первый, вариант второй. Пожалуйста, выбирайте. А выбирайте по колоде, которая вам любо нравится, да, по камушку выбирайте, пожалуйста, синий-зеленый, либо интуицию включаем, да, первый, второй, как угодно. Кто-то посмотрит два варианта. Вот, и мы сделаем сейчас сигнификацию на золотой колоде Таро. Так, я думаю, что вы уже выбрали, да, второй вариант я сейчас вот убираем в стороночку. Он ожидает своего времени, второй вариант. Первый вариант я тоже убираю в стороночку, потому что я хочу сигнификацию сделать. Смотрите, девочки. Сначала у нас будет сигнификация здесь для вас, а затем сигнификация еще и на сам шанс. Вот одна карта, да, там или три, откуда мы начнем, скажем так, дорогу. Вход в расклад. Так, сейчас, мои хорошие. Ну что ж, такая колода большая, я ее вот так лучше потасую, да? Так. Думайте сейчас о себе, о тех шансах, которые вы хотели бы притянуть в вашу жизнь. Думайте, дорогие мои, да? Здесь и личное можно включать, и что-то деловое, карьерное, ваши шансы. Потому что будем читать все, что нам скажет колода. Вот, хотя, конечно, я думаю, большинство настроено нас, в общем-то, личную жизнь просмотреть, да, ну и в плюс к этому что-то, конечно, о работе, о карьере. Так, сейчас, девочки мои дорогие, делаю сигнификацию вашу, для кого расклад. Итак, боже мой, смотрите, что вышло. Разбитое сердце, мечевой треугольник. Но здесь, смотрите, может быть как треугольник реальный, в котором вы находитесь, либо вы вышли из него недавно, да. Но также может быть просто как разбитое сердце, обстоятельства, что-то случилось, какие-то обстоятельства разбили ваши планы, планы на партнерство, да. Вот. Эти обстоятельства могут быть, кстати, даже и столкновения характеров тоже. Потому что, ну, вот так вот, да, нет понимания, тоже такое может быть. Ну, разбитое сердце у вас сейчас. Даже не знаю, нужно ли еще что-то подбрасывать. Боже мой, какие карты трудные выходят. Вот как так можно, да? Смотрите, что вышло. Ну, соперничество, либо какая-то борьба жезловая. Девятка жезловая, тоже преодоление препятствий, да? И пентаклевая шестерка посерединке. И, знаете, есть такое ощущение, что, возможно, вы строили отношения с кем-то и очень много вкладывались. Вы давали и давали свою душу, свое сердце, свою заботу, да? Как ты, что ты, все для тебя, все вокруг тебя, весь мир крутится вокруг тебя. И, возможно, знаете, вот эти обстоятельства, это именно, ну, хотя по-любому это могло проявиться. Возможно, вы устали, да, что человек очень мало отдает вам, скажем, навстречу идет мало, да, принимает все как должное. Вы любите, какая прелесть, да, любите меня, любите меня. Вот. Но есть вот ощущение по шестерке пентаклевой, что было ощущение, было нарушение равновесия в паре, да, когда один дает, другой берет. Может быть, это и привело к вашему какому-то разрыву, да. А может быть, к этому всему добавилось, что еще и там человек еще и на сторону поглядывает. Такое тоже. Ну, в общем, тяжелая сейчас ситуация. И вы либо сейчас в ней находитесь, либо это было. И до сих пор еще как бы, ну, сохраняется след в вашем сердце от вот этого пережитого. Иначе бы оно, ну, не проявилось, не было бы показано, да? Давайте тогда ситуацию мы просмотрели. Давайте мы с вами сделаем тогда две карты, да, сигнификации будут у нас на вот эти шансы. То есть первая карта на первую колоду и вторая карта на вторую колоду. Сигнификация, от чего мы будем отталкиваться, плясать, так сказать, да. Вот у нас
вторую мы откладываем, потому что мы ее развернем на второй вариант, а первую мы сейчас с вами будем рассматривать. Итак, это уже идет у нас сигнификация на шанс ваш. Что хочет карта сказать? О чем будет шанс? От чего будем отталкиваться? Давайте смотрим. Вот это да. Жезловый туз. Ну что ж, девчонки, врывается что-то в вашу жизнь новое, классное, светлое. Во-первых, стремительно придет. Во-вторых, здесь будет у этого вашего, так сказать, события, у вашего этого дела, будет, во-первых, огромная энергия на воплощение. Силы, да, мироздания, силы небес будут вот тоже помогать, как бы подталкивать, чтобы вот это что-то классное в вашу жизнь вошло. Но это замечательная карта вообще, жезловый туз. Естественно, если мы сейчас здесь будет выходить у нас мужчина, да, это выход в новые отношения, практически, скорее всего, так оно и есть, потому что эта карта еще очень классной потенции, то есть того, что человек будет очень хорошим любовником. Сами понимаете, на что похож у нас этот жезл, правильно? Сейчас те девочки, которым не интересны отношения, скажут: вот опять про отношения, дорогие мои. Ну вот весь мир так крутится вокруг отношений, да, вся жизнь. Вот. Но мы обязательно будем тоже смотреть, естественно, и я понимаю, что у кого-то у вас с отношениями все хорошо, и вам надо карьерные дела просмотреть. Конечно, мы будем их рассматривать. Для тех, кто рассматривает карьеру, девочки, ну вы понимаете по этому тузу, да, какие перспективы вам будут открываться. Все тузы у нас единички, то есть есть шанс стать номер один, да, стать суперледи, стать боссом, стать во главе какого-то дела, карьерный стремительный рост, достижение ваших целей и так далее. То есть и в карьере, и в любви это очень хорошая у нас карта. Ну что ж, теперь мы на вот этой первой колоде будем рассматривать, какие же шансы вам в вашу жизнь заходят. Так, простите за такое неустойчивое, у меня все шатается положение, да, по-другому не могу сделать. Вот, сейчас я в гостях временно, да, в Гамбурге. Вот, поэтому спасибо и то, что мне обеспечили тишину, спокойствие, да, и я спокойненько вам это все приготовлю, сделаю. Вот, ну а то, что уже такие чуть-чуть технические неудобства, ну, простите, пожалуйста, скоро все будет как было. Так, идем? Идем. Ваши шансы, которые нельзя упустить. Так. Угу. Ну, как вы думаете, кто у нас в первой линейке вышел, да, в линейке шансов? У нас вышел мужчина. Мужчина жезловый, то есть он тоже этот жезл свой в руке держит, да. Ну, скажем так, хочу сказать, что человек очень активный, очень темпераментный. Для него очень большое значение играет женщина, которая рядом, личные отношения. То есть здесь, если человек чем-то не удовлетворен, он идет дальше. Он не ожидает, он не привыкает, он, может быть, даже не дает никаких шансов, просто идет дальше, если ему что-то не так. Не говорю, что вы должны прям стараться в глазки заглядывать, делать, чтобы все было ему так. Нет, ну просто как факт нужно принять, что человек вот такой вот, он резкий, судя по вот рядышком еще восьмерочка, да, вышла жезловая, то есть человек, который все время в движении, например, застой в отношениях он не приемлет, ему неинтересно, ему скучно, он уходит. Опять же, смотрите, первая карта вышла, шестерка пентаклевая, здесь вот тоже карты хотят сказать о том, что если ему кажется, что он много отдает, а ему не додают, скажем так, да, то у меня голова болит, то приходите завтра, образно говоря, человек тоже вот уходит, то есть он такой вот, что ему хочется, чтобы все было как он хочет. Ну, это тоже еще какой-то такой эгоизм немножко, да, чтобы все по-моему было. Вот, но, может быть, он со временем будет как-то меняться, взрослеть, да, а может быть и нет, тут у кого как сложится. Так, ну что ж, значит, вот такой вот шанс заходит в вашу жизнь мужчина. Это у нас огненный знак зодиака, скорее всего. Видите, у него прорисован художником за нашим королем лев стоит, то есть, может быть, действительно лев по гороскопу. Вот, ну и такой характер, вот видите, он лев, он поборется за свое, он подерется, он может и подраться реально там, если там его девушку обидели, его женщину, что-то не так. Конечно, кто-то может подраться, скажем так, интеллектуально, да, может так поставить на место, осадить, что мало не покажется, а кто-то кулаки в ход может пустить. Ну, скажем, вот такой вот человек у нас тут стоит на пороге. Поскольку в первой же линейке мужчина показан, ну, скорее всего, будут показаны шансы все-таки, которые в вашу жизнь заходят. Идем дальше.
Какой шанс нельзя вам упустить? Ну, смотрите, ну, четко прямо на этого мужчину у нас вышла карта звезды. Ну, никак его нельзя упустить, значит. Значимый человек в вашу жизнь заходит. Да? По звезде он у нас не только мужчина вашей мечты, это еще и долгосрочные отношения. Обратим на это внимание. Да? Значит, вы будете друг к другу подходить. Потому что если ему женщина не подходит, здесь такой типаж у нас вышел, он не, как, не тратит время на какое-то привыкание, либо еще что-то. Притирание. Хотя притирание, оно как бы заметно-незаметно все равно проходит у всех. Итак, что мы о нем видим? Смотрите, вокруг этой карты звезды у нас два рыцаря вышло, да? Пентакливый и жезловый. Рыцарь — это у нас, конечно же, движение. То есть я хочу сказать, что скоро в вашей жизни начнутся скажем, необратимые перевороты, необратимые движения активные. Но здесь показано именно, что эти будут повороты-перевороты во всех сферах, как в личной, в вашей личной жизни, да, интимная сфера, так и в деловой, потому что пентакливым перед раскладом, да, мы загадали, что мы смотрим тоже и деловую сферу. Здесь будут приходить в движение ваши какие-то потоки, финансовые потоки. Может быть, они, допустим, не знаю, стояли, застыли, застряли. Что-то было, как-то с бизнесом не шло, либо как-то на работе какие-то там препятствия были. Здесь, насколько вы видите, да, начнется активное движение. Рыцарь — это уже активное движение. И тоже в окружении, вот карта, эта звезда у нас в окружении таких карт говорит о том, что вы, конечно, этого стремились, к этому мечтали, наверное, прикладывали усилия, да, чтобы к вам эти пентаклики пришли. Так, что еще? Какие шансы? Ну, шансы, в принципе, я уже вижу, но мы теперь просто будем подробнее открывать. Так. Я вижу, что вот этих перемен вы очень долго ждали. У вас было обращение к небесам. Здесь могла быть кто-то, девочки, пожалуйста, только не цепляйтесь к словам. Я же понимаю, что тысячи людей не занимаются этим. Но кто-то действительно обращался к магам, к эзотерикам. Кто-то через Таро. Таро очень притягивает хорошо возможности, наши желания, да, чем мы, собственно, и занимаемся здесь на канале. Кто-то, девочки, просто молился. У всех у нас есть свои боги, да, много людей смотрят, разных культур. Вижу, что обращение к небесам. Вы хотели таких перемен, и вы их притянете. Вот, вы строите планы, вы их, то есть, строили, да, шли своим путем как-то, вышивали вот эту свою, скажем, историю любви и жизни, и большие грядут перемены. Давайте мы тогда теперь уже подробно рассмотрим, вот мужчину рассмотрим, а потом работу. Давайте так, раз у нас и там перемены. Так, прошу прощения за такой вот такой вот подвижный экран у нас сегодня. Что сделаешь? Ничего не могу изменить. Так, мужчину рассматриваем, да, кто, какой, где познакомитесь и так далее, и так далее. Угу. Так, ну что, хочу сказать, что девятка и десятка мечевая. Вы поставили, вернее, точку на каких-то предыдущих отношениях, либо вы ее поставите, которые вас истерзали, измучили, надоело. Вы вдруг, вам такое пришло, вас осенило, что там нечего уже ждать, нечего ловить, что называется. И вот после вот этого вашей потери, боли, да, чего-то, вот оно заканчивается по десятке. Больно было, да, видите, я вижу, как вы страдаете, но по десятке, вы знаете, что это у нас окончание цикла, и после десятки вы выходите уже вообще в новую жизнь. Опять у нас иерофант. Что у нас такое иерофант? Это у нас папа, это у нас вера, это у нас мироздание. Видите, куда ступенечки идут? Вверх ведут ступенечки. То есть вы вот этот ваш выбор, ваш поступок, да, когда вы что-то плохое оставили, это, девочки, скорее всего, расставание вот с недостойным вас мужчиной, то, что в сигнификации было, да, когда вы для него все, он для вас ничего, просто вот я есть, люби меня, да. Вот, вы здесь разрываете отношения с таким человеком, и первая же карта Иерофант говорит, что вы правильно делаете, все, вам откроются совершенно новые грани, новые люди, новые мужчины и новая жизнь. Это правильное решение. Нам нечего было больше уже не ждать, не сохранять, ничего такого. Давайте будем смотреть новый мужчина. Вот о нем, что расскажут карты о нем. Так, сейчас он нам показан, смотрите, в пентаклевых энергиях.
говорит о том, что человек умеет заботиться. Во-первых, умеет заработать, уже он имеет свой какой-то капитал, свой бизнес, либо хорошую работу. Человек с пентаклем сидит в руке, то есть это не человек, не тот, который в поиске работы, сейчас безработен, ему нужна помощь, либо не умеет это сделать, да, таких тоже полно мужчин, их тоже любят, и просто мы сегодня рассматриваем другого человека. Здесь все в порядке у него. Смотрите, видите, позади у него книжные нарисованы, книжные эти шкафчики, шкафы, полки. Что хочу сказать, здесь художник хотел нам сказать, что человек, конечно, либо очень хорошо образован, и, соответственно, зарабатывает свои деньги головой, да, мозгами, либо человек очень проницательный, с хорошей логикой, то есть если даже так сложилась судьба, что у него не получилось эти хорошие образования получить, он все равно нашел метод, как себя устроить в этой жизни, то есть, ну, человек очень достойный. Плюс он предан, он верен. Если он находит женщину по сердцу своему, когда он любит уже, человек очень заботлив, он сделает все для того, чтобы, ну, женщина рядом, семья, допустим, детки были защищены, обеспечены. Почему я так говорю? Рядом он вышел у нас в линейке с 2 девятками, кубковая и пентаклевая, девочки. Он умеет любить и он умеет заботиться. Понимаете? И здесь не жадный человек. Некоторые мне пишут, что пентаклевый иногда бывает жадным. Конечно, бывает. Но смотря с какими он картами выпадет, тогда я и буду говорить. Здесь нет человека щедрый и умеет и любить. То есть умеет дарить вот эту своей энергии. Энергии проявляются у нас по-разному. Да? Энергия денежная – это тоже энергия, которая человеку принадлежит. Да, он же их заработал, эти денежки, он же что-то потратил, вложил свою энергию куда-то, а потом с удовольствием это, допустим, дает своей женщине. Вот так проявляется забота вообще в норме и в порядке это все. Вот, то есть если у вас до этого был мужчина, на которого, возможно, вам приходилось все время там как-то что-то для него делать, оплачивать, приобретать, закрывать его, что ли, долги, такое тоже, к сожалению, есть. Даже можно сказать, ну ладно, не буду свое оценочное суждение выставлять. Ну, в общем, здесь кардинально противоположный мужчина к вам заходит. Интересный мужчина. Давайте мы посмотрим о нем еще, о характере, о внешности. Вот такое. Давайте. Так, характер. Ну, очень умеет любить. Любит ласку, умеет эту ласку дарить сам. Ну, мы это видели, да? Вспомним, с чего начинался расклад. То есть хороший любовник. Девочки, вышла карта сила. Человек очень классный, хотела сказать, ну, стержень хороший у него, понимаете? Человек сильный. Он поставил какую-то цель, он ее добивается, понимаете? Здесь совершенно уже новые энергии заходят к вам. Видите, человек-победитель по жизни. Вот мне сейчас напишут, ой, конечно, где же для там 10 тысяч, кто посмотрит этот расклад, где такого мужчину найти? Девочки, да миллионы, миллиарды нас на планете. Да, можно найти, можно. Предыдущая, значит, дама его чем-то не устраивала. Не додавала ему, не давала тоже любви, не давала заботы, либо внимания. Хотела только кошелек от него. Откуда мы знаем, что там было на самом деле, да? Что не устроило человека. Почему он сейчас в поиске? Все успешные мужчины все равно же находят себе женщин, правильно? А почему же вы не можете быть именно этой женщиной? Так, человек любит и умеет любить. Вышел у нас кубковый туз. То есть, скорее всего, на пике сейчас вот этих своих возможностей, да, это значит, ну, там, я знаю, 30, от 30 и выше, да, то есть человек уже, видите, сформирован, реализован. Так, давайте посмотрим, где познакомитесь, при каких обстоятельствах. Ну, кубки идут у нас полным ходом, ну, замечательно. Да что? Так, но обстоятельства будут какие-то очень удачное стечение обстоятельств, как-то счастливая ситуация. Ну, смотрите, 8 пентаклей, карта труда. Девочки, что-то связано с работой, познакомитесь, с делами. Вот вы беретесь за руку, и у вас тут центральная карта по сигнификации уже триады этой. 8 пентаклевая, девочки. Счастливая встреча связана с работой либо с делами. На это обращаем внимание, что это не отдых, не, скажите, отпуск, да? Даже не транспорт, очень часто транспорт проигрывался, выпадал у меня. А видите, работа, что-то связано с каким-то трудом. Так, обращаем внимание.
Вот, ну, хотя, может, кто-то будет сидеть на работе, на рабочем месте, да, и с кем-то общаться в соцсетях. Вот вам и на работе. Мы тут все учитываем, это же эзотерика. Тут они, знаете, какими ходят путями. Вот так вот, вот эта информация приходит к нам. То есть, ну, первое, что я вижу, это работа. А что вы там на работе уже будете делать, и с кем возможно общаться, ваше дело. Так, что еще? Давайте внешность его просмотрим. Рассмотрим внешность. Какой он, как он будет выглядеть. Так. Так, кубковая карта у нас одна, и у нас идет старший аркан, любовники, девочки, ничего и паж. Здесь, скорее всего, вы знаете, будет человек, не могу твердо сказать, например, брюнет или блондин. Это будет вот как бы среднестатистическое, скорее всего, русый, либо шатен. Цвет глаз тоже, вот даже если карие, то не темная, не черная, прямо такие, знаете, как бусинки черные, нет. То есть вот, не знаю, карие, голубые, серое, зеленое может быть, но не черное. Точно так, как шатен, брюнет может быть, но не жгучий. Вот так вот я хочу вам сказать, то, что я вижу. Ну, телосложение давайте сейчас просмотрим, что карты скажут. Телосложение какое. Так, опять у нас вышел этот. Это был прикол. Уже такое было, что у меня колесо фортуны на телосложение вышло. Итак, девочки, человек очень гибкий. То есть спортивное точно телосложение, высокий, гибкий. И большие глаза, потому что я знаю точно, что уже 100 раз проигрывалось колесо фортуны. Это всегда показывает, что большие, очень красивые глаза. И фигура подтянута, спортивная, может спортом заниматься. И вот гибкий. Ну, имеется в виду, что точно вот человек со спортом как бы на короткой ноге. Чем-то занимается, девчонки, чем-то занимается. Так, дальше что хотели? Что мы хотим еще посмотреть об этом человеке? Профессию давайте рассмотрим, да? Профессия мужчины, которого мы рассматриваем. Где он может работать, кем, вот что-то такое. Давайте посмотреть. С людьми работает он. Он работает с людьми, дорогие мои. Работа, здесь идут и женщины могут быть, и дети. И у него работа такая очень, как вам сказать, традиционная, в то же время как умиротворение такое идет у нас от умеренности. Очень может быть доктор, потому что, ну, либо как-то, во-первых, любит свою профессию однозначно. Смотрите, 2 кубковых карты, то есть он любит свою профессию, это четко, и работает с людьми, либо с животными, дорогие мои. Может с животными, может быть с людьми, может с детками, вот, и какая-то спокойная у него такая профессия, понимаете? Вот у нас там что только уже не выходило, да, но в этот раз вот я вижу, что может руководитель, если спокойно, да, сидит он там в кабинете и управляет там персоналом каким-то, ну что-то связано с людьми. Так, что еще мы с вами просмотрим, дорогие мои девочки? А давайте посмотрим, как скоро вы встретитесь, познакомитесь. А может, вы уже знакомы тогда, как скоро он проявится уже с каким-то предложением, да? Так, как скоро... Так. Смотрите, девочки, не скажу, что скоро, потому что центральная карта, она обычно самая главная, у нас вышла десятка пентаклевая. Мы понимаем, да, что у нас от единички идет до десятки, а после десятки уже единичка. То есть, ну, это какой-то цикл должен пройти. Цикл, что такое цикл? Это у нас, например, лето, да, лето, осень, там, зима, весна. То есть, к окончанию цикла, значит... К окончанию лета должны вы познакомиться. Но если кто-то к окончанию лета такой человек не зайдет еще в вашу жизнь, то, может быть, еще один цикл надо будет пережить вот осень. Ну, тогда к концу осени. Поняли? Вот так вот зайдет. Так, дорогие мои, ну, давайте еще несколько карт. Ваше построение отношений. И даже не так. Давайте посмотрим, что карты сами скажут. Какой вам совет вот именно на отношения с этим мужчиной, поскольку это шанс, который вам нельзя потерять. Какой совет дадут карты, да? Для вас совет от карт для вас. Так, смотрите, открыть свое сердце. Не надо прятаться, не надо отворачиваться от шансов, которые вам дает мироздание. Выходите как можно скорее из ваших вот этих
скажем, ну, каких-то тоскливых переживаний, моментов. Вот вы приходите домой с работы, скрутилась калачиком там и поплакала, да, как мне больно, тяжело, одиночество, либо какой вот, ну, негодяй мужчина, который был там недавно, не оценил, да, там и прочее. У вас тяжелый момент, действительно. Вот смотрите, преодолейте в себе, карты говорят, преодолейте вот эту вашу депрессию, вот этот ваш стресс, вот это неверие в ваше будущее. У вас шанс на пороге. Вот в руке у нашей жезловой королевы шанс уже есть. Он скоро-скоро войдет в вашу жизнь. Этот ваш замечательный мужчина, а с ним и новая жизнь, новая интересная жизнь. У многих там зайдут и тоже пентакливые огромные перемены. У кого-то вы добьетесь сами, у кого-то это будут перемены, связанные с этим мужчиной. То есть здесь вам совет от карт выйти из вашего добровольного заключение, в которое вы себя заключили, да, когда я никуда не хочу, не хожу, не хочу гулять, не хочу краситься, не хочу новое платье, ничего не хочу, сижу и просто страдаю, понимаете, выходить из этой ситуации. Вы на пороге прекрасных перемен, этот шанс нужно взять. Какой еще совет от карт вам? Посмотреть по сторонам, быть более амбициозной по семерке жезловой. То есть, девочки, формируйте амбиции. Так, я хочу вот такую машину. Я хочу вот это место под солнцем на работе. Я хочу вот такого мужчину. Да, вот этот мне не подходит, а вот такого я хочу. Формируйте свои амбиции и отправляйте их в мироздание. Вы не поверите, мироздание слышит. Более того, она к вам притянет именно того мужчину, которого вы хотите. Только нужно как бы правильно вообще сформулировать вот эти желания. Кстати, на канале Мальфарова свеча, там у меня есть, заходите, пожалуйста, спонсорство. И для тех, кто в это верит, кто хотел бы, да, ознакомиться ближе, у нас там ритуалы различные для спонсоров я записываю. Так что милости просим, приходите. Дорогие девочки, здесь есть вам совет немножко. Вот четверка пентаклевая, обычно это мы что-то бережем, так крепко держим, да, а здесь вам совет отпустить то, что вы крепко держите, то, что уже отжило. Вот эти старые отношения, вот этого мужчину, который, ну, ничего хорошего вам не сделал, да, и не пошел с вами дальше по дороге жизни, отпустите его, посмотрите в другую сторону, и вы там встретите свое счастье. Так, ну, шанс заходит в вашу жизнь, шанс классный, шанс интересный, девочки, берите его. Да, я понимаю, что вы прошли тяжелый путь, голова болит, все плохо, все трудно. Смотрите, вот ваш пройденный путь, тяжеленная дорога, много предательств, много было бед, много было горя, но вы из этого выходите. Хочу вам сказать, вот эта шестерочка мечевая, она всегда показывает то, что путь трудный, но уже неизбежно, как человек будет прикладывать усилия, не будет прикладывать усилия, вы из этой, скажем, ну, ямы такой, из этого болота уже будете выбираться. Вы будете выбираться, смотрите, в какие вы выходите энергии, куда вы у нас приходите. Вы становитесь императрицей. Хозяйка своей жизни, девушка, женщина, которая держит свою жизнь в своих руках. Для кого-то здесь показано, для молодых женщин, что у вас будет брак, беременность, детки. Для взрослых женщин здесь показано, что вы наконец-то будете полностью довольны своим положением. И для первой категории тоже то, что я сказала. Будете довольны своим положением, местом своим в этой жизни. Для кого-то показано, что вы будете руководителем, вы императрица, вы руководите людьми. Также я вижу, что в этих энергиях у вас получится научиться вот этим вашим мужчиной, которым, казалось бы, вообще нельзя управлять, все-таки управлять. То есть вы будете, он голова выше, да, вы туда повернули, он тоже повернулся и смотрит. Ну что ж, разбитые сердца, вот эти все болезненные моменты, вот это все оставляем в прошлом. Выходим в новую жизнь, в нового мужчину, идет новое знакомство. Идет у нас жезловый туз, да, а вот у нас сигнификация этого расклада. Вы по жезловому этому тузу. Открываются новые двери, доселе для вас были они закрытыми. Была только какая подсказка? Оставить, вот он ваш вышел император, оставить ваши сомнения, довериться в конце концов мирозданию, да, поверить в себя. Помните, да, что было сказано? Поверить в себя и идти дальше по жизни, да, то есть девчонки, прическа, красивое платьюшко, сбросили там 3 килограмма лишних, да, никакие морщинки вас не портят, это ваш опыт. Молодые девчонки, верьте в себя, верьте, что вы самое-самое-самое, да, постарше девочки тоже самое, да,
портфель амбиций, да, сядьте на листочки, напишите все, что вы хотите от жизни. Почаще это делайте. Главное, девочки, ни в коем случае листочки вот эти не сжигать. Вот есть там какие-то советы, я помню, наткнулась. Написать ваше желание и сжечь. Ура! Конечно, нет. Конечно, не сжечь. Это нужно спрятать где-то, сложить такой конвертик, квадратик, куда-то спрятать. Желательно вот где постельная ваша лежит, где бельишко, да. Иногда перечитывать можно, да. Через какое-то время, там прошло месяц-два, можно обновить эти энергии, новый списочек составить. То есть нет, это должно быть материальным чем-то, что иногда бывает в ваших руках. Ни в коем случае сжигать нельзя. Так, ну вот такой у нас первый шанс. Вот у нас вышел ваш мужчина. Вы императрица, он император в конце показался нам. Здесь серьезные отношения, которые, это шанс кардинально, в корне изменить вашу жизнь, девчонки. Да, не так уж и легко. И вижу я, что вам избавиться там очень многого придется от ваших комплексов, от ваших вот этих чувства даже вины. Вам кажется, в прошлых отношениях вы что-то не так сделали. Все вы сделали так. Это мужчина был просто не тот. А сейчас будет тот. Так, вот такой у нас первый вариант. Девчоночки, сейчас будем делать второй вариант. Я пока подготовлю колоду. Приглашаю вас поставить мне лайк, пожалуйста. Не забудьте, да, за мой труд. Буду очень благодарна. И мы сейчас переходим ко второму варианту. Так, ну что ж. Что у нас здесь? Внимательно. Пентаклевая девяточка, девчонки. Хорошая карта успеха, удачи, наслаждения жизнью, наслаждения своими успехами и достижениями. Вот такая сигнификация у нас второго варианта шансов, которые к вам в жизни заходят. Снова и снова повторяю, что для кого-то, у кого все в порядке в личной жизни, эта карта сказала, да, что у вас какие-то шансы идут к финансовому изобилию, к богатству, к наслаждению, к вашим каким-то повышению уровня ваших хотелок. Да? Вчера вы хотели это, и вы могли себе позволить, теперь вы будете хотеть что-то гораздо большее и интересное, и крутое, и у вас это будет получаться, это будет приходить в вашу жизнь. Вот, сам расклад мы сейчас с вами будем делать. Вот, но это для тех, у кого материальная интересует сторона, для тех, кого интересует сторона любовная, да. Девяточка пентаклевая, очень классная карта. Естественно, человек, смотрите, насколько он гармоничен, насколько он счастлив, у него все хорошо, потому что и пентакли, и кубки тоже у нас не только про деньги. Это про то, что человек доволен жизнью, у него все хорошо. Так, сигнификацию помним. Давайте будем идти тогда дальше. Второй расклад, второй вариант. Какие шансы вам упустить нельзя, кстати, поняли, да? Какие шансы вам нельзя упустить. Давайте будем смотреть, подробно раскрывать эту историю о ваших шансах. Ну, вот как? Ну, как сказать? Опять здесь вышел мужчина. Теперь у нас он вышел пентаклевый. Так, здесь, похоже, вы, возможно, знаете уже этого человека. Так, простите, прошу прощения, да? Все вот шатается. Я не знаю, вам, наверное, трудно смотреть. Пентаклевый мужчина, почему, мне кажется, что вы его знаете, вышла рядом у нас карта Луны. Это что-то запутанная ситуация. То есть, возможно, вы, допустим, познакомились, попереписывались, потом, упс, ну, как-то что-то затихло, да, и вы думаете, да что ж такое, да, а что не пишет, а куда пропал вас человек, может быть, вам понравился. Он может издалека, кстати, быть, даже как из другой страны. Видите, в другую сторону смотрит. Либо вы как-то сразу не оценили короля, чуть пообщались и начали в другую сторону смотреть. В общем, рядом с этим человеком сейчас Луна, значит, что-то есть неясное для вас. Либо вы интересуетесь сейчас кем-то, да, и не знаете, свободен он, не свободен, что в его жизни происходит. То есть он закрыт от вас, да, какая-то тайна есть рядом с ним. Человек, рядом с которым есть тайна, возможно. Человек ценный для вас, пентаклевый король, интересует вас очень. Человек успешный такой, с лоском, нравится вам, да. Возраст не имеет значения, ни ваш, ни этого мужчины. Смотрим саму историю, читаем. Так, шансы, которые вырвалось, да, вам нельзя упустить. Хорошо. То есть так, скоро человек этот будет как-то проявляться, что-то маленькое, маленькое какое-то предложение будет вам, смс-очка, звоночек, какие-то слова приятные. Очень-очень скоро обратить внимание на какой-то шаг от этого мужчины. Смотрите, для тех, у кого только знакомство предстоит, то я просто вижу тогда, что этот мужчина будет для вас окутан тайной. Вы, то есть, какое-то время не будете понимать,
о нем, не сможете узнать, либо не будете понимать чего-то о нем, да, что-то будет закрыто, завеса тайны идет. Так. Ну, либо для кого-то, говорю же, да, человек, возможно, уже было общение, а потом вот ушел в отшельника. Так тоже может показано быть. Так, может, вы что-то не то сказали, не так ответили, да, что человек ушел в отшельника. Он будет проявляться. Снова он подумал, посидел в четверочке мечевой и подумал о том, что да нет, ну нравится мне эта женщина, все-таки я хочу ее узнать ближе. По победителю, шестерка жезловая, карта победителя, человек, ну, либо сам себя побеждает, все-таки появляется на вашем горизонте, да, свои, допустим, какие-то установки, там, если вы уже познакомились, и вы ну, не захотели, может, продлить общение, может, вы там еще разбираетесь с предыдущими отношениями своими, да, либо со своими вот этими болями, страхами, и не трогайте меня, никто, никому не верю, да. По победителю понимаем мы, что человек будет проявляться. Так, дальше. Кстати, для кого-то, девчонки, для кого-то, не для всех. Я вот реально понимаю, что может быть даже и человек все-таки из прошлого появится, да? Вот человек с этими, ну это могут быть даже вот туманности разные, даже и обманы. Был в отшельниках, а потом появится. В общем, смотрите сами, девочки, в какой вы ситуации, к чему вы готовы. Готовы ли вы нового человека в вашу жизнь пустить, либо кто-то хочет все-таки помириться с предыдущим партнером. В общем, и так может быть, смотря, вы тут каждый читайте свое, да, кто-то может ожидать своего экс-мужчину, а кто-то готов к новым отношениям. Вот это у нас и так и проигрывается. Так, что карты скажут об этом человеке, об этом мужчине, об этом ценном короле? Ну вот снова я вижу карта у нас, видите, шестерка кубков. Это карта счастливого пути, счастливой дороги. Для кого-то ностальгии. Но ностальгия не обязательно за мужчиной, да, если это показан мужчина из прошлого. А может быть просто вот за лаской, за теплом, за теми моментами жизненными, когда вы чувствуете, что вас любят, когда вы чувствуете, что любите вы. Девятка кубковая рядом вышла, но это все про любовь. Также я вижу, что у вас есть настрой все-таки именно на серьезные отношения, да, на то, чтобы вот, ну, вместе быть, вместе жить, а может расписаться, потому что такая у нас карта традиционная. А у нас традиции какие, да, ну, мы же не настроены там, не принято же у нас, да, целую жизнь вот просто жить, менять партнера. Все-таки у нас традиция это семья. Поэтому вот настроить на это, насколько я вижу. Давайте тогда посмотрим, а как настроен мужчина? Итак, мужчина настроен решительно, то, что я вижу. Очень скоро себя проявит, кем бы он ни был, новый либо старый. Очень скоро себя проявит. И я хочу сказать, здесь такой будет момент, я вижу, что возможно, в момент либо знакомства, либо при первой встрече, я вижу, что у него, у этого человека будет желание вам что-то помочь, что-то сделать. Это может быть материальное вполне. Человек скажет, давай, я там сделаю для тебя то и это. Но это не обязательно. Это может быть помощь какая-то делом, отвести, привести, еще что-то. И это может помощь быть советом. Смотрите, вышла у нас карта Верховная Жрица. И я спросила о мужчине, поэтому я вижу, что он очень проницательный, он, возможно, видит вещи, сны, и он будет очень чувствительный по отношению к вам. Он будет вас буквально чувствовать, понимаете? Ну, для него это может быть даже привычно, он привык так, да, что он чувствует людей. Может быть, вам это будет удивительно, что вот такой мужчина, да, сверхчувствительность идет. Так. Что хочу сказать. Вижу, что мужчина настроен у нас. Вот вы настроены на серьезные отношения, даже на брак. А ведь он тоже. Вышла у нас карта правосудия. А это у нас госорганы. Это вот именно место, вот суды. В судах у нас ведь не только судятся и разводятся. Там же у нас и женятся, образно говоря, да. Смотрите, он тоже настроен. Он хочет в паре быть. Вот серьезных отношений человек хочет. Он деток хочет, насколько я вижу. Также хочу сказать, для тех, кому попадется мужчина, который в разводе, то это тоже карты могут показывать, что он разводился, допустим, но сейчас чувствует себя уже спокойно, скажем так, ну, какой-то этап позади есть, да, каких-то отношений, которые, может, не удались, так тоже бывает. И дальше сейчас, то есть уже открытый, свободный идет дальше в поиске, скажем, любви и любовных отношений, и в то же время серьезных отношений, насколько я вижу.
Так. Мгм. Да, девочки, смотрите, вышел он, показан нам все-таки императором. Император очень часто у нас показывает, ну понятно, что человека как по работе, там, когда он управляющий, управляет, там, директор, начальник и так дальше, да. Но также очень часто у нас показывает это мужчину, который готов быть ну, семьянином, скажем, семью строить. По карте мира хочу сказать, вот, в эта триада очень многозначительная, то, что мы видим. Во-первых, она говорит о том, что человек, борец по жизни, добивается то, чего он хочет. И если у него есть какое-то дело, то оно очень больших масштабов. Вышла карта мира. Масштабы большие, да, то есть если он директор, то это что-то очень большое, там какое-то предприятие, да, и так далее, большие масштабы. Но также, девочки, может еще показывать то, что король этот на отдалении от вас. Мир очень большой, то есть, возможно, знакомство с человеком, который не живет в вашем городе, да, и даже, может быть, не живет в вашей стране. Но король хороший, умеет, скажем так, держит свою жизнь в своих руках, умеет управлять людьми вокруг. Единственное, что хочу сказать, можно было бы о нем сказать, что он такой командир, что любит и вами покомандовать, да, вам быть к этому готовой. Но рядом выпала карта мира, и значит, он человек мирный. То есть ожидать от него, что он будет грубый, либо резкий, либо будет пытаться вами манипулировать. Часто императоры манипулируют то, поскольку рядом вышла карта мира, это нет. У него этих вот недостатков не будет. Он именно мягкий, мирный человек. Он может рулить, руководить на работе, но дома, рядом со своей женщиной, он такой, ну, мягкий, нормальный человек. То есть не старается так доминировать, чтобы вот прям вот трещало все вокруг, да, в отношениях. Так, о нем еще немножко. Вот такие шансы заходят в вашу жизнь. Ну, я вам хочу сказать, вот он в одиночестве уже какой-то период времени. То есть это не будет так, что он вчера ушел от одной женщины, сегодня пришел к вам. Все-таки, видите, кубковая четверка говорит о том, что у него пауза есть, в любовных отношениях пауза. Он выбирает, он на выборе. Двойка мечевая тоже говорит о том, что выбор, общение, могут быть переписки, звонки и выбор. На выборе сейчас и на паузе любовной. Вот, давайте о нем спросим также. Ну, мы посмотрели характер, посмотрели, работа, ну, да, ну, сферу можем посмотреть. Я хочу посмотреть внешность какая, а потом какая у него, в какой сфере работает, да? Так, внешность. Кубки, маг у нас и смерть у нас получилось, да? Смотрите. Внешность человека невозможно не заметить. Очень интересный, очень к себе привлекает, харизматичный. Все-таки очень сильная карта у нас идет смерть, поэтому, скорее всего, здесь будет какая-то смуглая кожа, черные волосы и черные глаза. Может такое быть, потому что это очень сильная карта, и она именно такие транслирует у нас. Да, именно вот он будет темные волосы, темные глаза, поняли? Но кожа, ладно, уже может и так быть, и так. Так, смотрите, что еще хочу сказать. Я вижу то, что его невозможно не заметить. Если вы будете смотреть на 25 мужчин перед собой, то его вы выделите первым, да? Он очень обращает на себя внимание и привлекательный, к нему сразу как-то сердце ложится. Вот двойка кубковая, с ним как-то вам сразу хочется общаться. Вот хочется что-то от него услышать, что-то ему сказать. И есть такое ощущение, что в нем есть что-то магическое в плане взгляд может быть такой прям, знаете, чарующий, притягательный взгляд. То есть человек, который вот вас увлечет очень сильно и в то же время и увлечет, и привлечет к себе, как такая вот страстное что-то я чувствую. Так, телосложение сейчас посмотрим. Телосложение посмотрим. Так, ну мечи это у нас мечи. Угу. Мечи, кубки, любовь. Телосложение. Девочки, средний будет и рост, средний рост и телосложение нормальное. То есть не высокий, не худой, но не маленький, не полный. Средний рост и нормальное телосложение. Вот по такому, потому что мы увидели. По такому раскладу. Так, в какой сфере работает? Давайте посмотрим. В какой сфере работает человек? В какой сфере? Сфера какая. В прошлом раскладе тоже там вышла, по-моему, кубковая королева на сферу деятельности.
Смотрите, его окружают женщины в работе, то есть коллектив точно у него женский. И есть такое ощущение колесо, у нас вышло колесо. Может быть, он, ну, не знаю, директор какой-то компании транспортной, но там одни женщины его окружают, потому что колесо это колесо у нас, понимаете, оно едет, оно везет. Что-то связано с транспортом и женский коллектив. Вот все, что я вам могу сказать. Вот так вот по работе. Так, дорогие мои. Второй вариант. Но он так получается как-то короче более получился, чем первый. Но просто больше как-то понятно все по королю, да, чтобы дополнительные вопросы задавать. Уже и так очень много открыто. Давайте тогда посмотрим, какие советы даст вам Таро на общение и отношения именно с этим мужчиной. Так, какие будут советы? Угу. Так, советы. Здесь знаете, какой совет? Вот не лезть в его финансовые дела. Вот финансовые дела. Восьмерка пентаклевая, карта преград, девятка. И здесь мечевой король говорит о принятии решений и о мече. Ну, меч, да, мечом у нас что происходит, когда люди меч берут в руки? Да, ничего хорошего. То есть здесь четко показано, что вам желательно, ну, не знаю, не вмешиваться, не давать советы, что-то вот... знаете, здесь еще какой совет? Не работать под его началом, вот. То есть, если вы, например, встречаетесь, там, знакомитесь, у вас начинаются отношения, и он, например, говорит: ой, давай будешь работать у меня в фирме, у меня такое место есть хорошее, мы будем там видеться каждый день, и какая прелесть. Вот здесь как раз совет: нет, не надо работать вместе, потому что, вероятно, тогда будет на вас шквал завистливых глаз, да, провокаций каких-то специально, чтобы ваши отношения испортить, понимаете? То есть здесь вам совет вот на вот это его предложение работать вместе не идти, чтобы не испортить ваши отношения. Не он испортит, может испортить, а женщины, которые его окружают. Он же в женском коллективе работает. Вот вам такой совет, можете себе представить. Итак, совет еще от карт какой? Снова у нас вышла императрица. Смотрите, в этих отношениях с этим мужчиной вы будете императрицей. Вы будете держать крепко в руках эти отношения. Здесь идет очень похоже на то, что будет брак. И в ваших хрупких женских руках окажется, ну, большое какое-то тоже грандиозное в вашем управлении какое-то, ну, как предприятие. Но я говорю сейчас не о бизнесе. В бизнес вам лучше не лезть, конечно. А я имею в виду семья, да. Смотрите, у нас тут рыцарь вышла, пентаклевая двоечка вышла. Здесь, ну, могут показаны быть просто дети, какая-то активность, которая связана с детьми взрослыми, может быть, либо маленькими, либо с его детьми, либо с вашими, когда контакты, когда семья собирается, что-то все, не знаю, кушают, общаются, куда-то едут и так далее. То есть вот просто идет построение вот этой такой особенной атмосферы, которая бывает именно только в семье. Я вижу, что выпал у нас кубковый туз. Я вижу, что вы с радостью вот этой новой своей роли отдадитесь. И у вас она, самое главное, что получится, да, это ваша новая роль. Ну, роль, скажут мне, да, это жизнь, это не роль. Ну, не роль, конечно, это жизнь. Но я имею в виду, что это что-то новое ваше место, где вы себя будете проявлять, да, рядом с этим человеком. Вы знаете, у вас тут все показано с ним идет положительно. Единственное, что подсказочка, да, не работать вместе. Более того, если вы вот вдруг работаете вместе сейчас, то когда отношения будут ваши развиваться и пойдут уже в очень вверх, да, давай вместе жить, давай распишемся, все равно вам совет все-таки вместе не жить, потому что зависть будет и будут пытаться женщины, там идет женский коллектив, это все разрушить и нарушить. Вот на это обратить внимание. А так, очень классные перспективы в вашу жизнь заходят. И тоже я вижу, конечно, рядом с этим мужчиной, ну, материальная ваша история точно не будет какой-то грустной, да, здесь все идет хорошо у вас. То есть, ну, вот такие шансы предложила нам мироздание. На двух колодах мы посмотрели, а вы уже выбираете.